Такой вкуснятины из кабачков вы еще не пробовали. Просто натрите 2 кабачка. Это лучше, чем пицца. Друзья, обязательно сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Это быстро, просто и очень вкусно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с моими любимыми зрителями и подписчиками моего канала. Для рецепта мне понадобится 2 кабачка. Кабачки натираем на крупной терке. Молодые кабачки натираем прямо с кожицей, кожуру не срезаем. Но если кожица грубовата или в кабачке есть крупные семена, тогда обязательно срезаем кожуру и удаляем семена. После этого натираем кабачковую мякоть. Вот такая внушительная горка из 2 кабачков у меня получилась. Отправляю натертые кабачки в миску. Этот простой рецепт из кабачков готовится очень быстро. Вы легко его приготовите на завтрак, на обед, на ужин или на перекус. Добавляем к кабачкам чайную ложку соли, может быть чуть-чуть меньше, и хорошо перемешиваем. Перемешали кабачки и оставляем на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок. Я всегда пользуюсь этим маленьким секретиком и смешиваю натертые кабачки с солью. А затем хорошенько отжимаю весь сок из кабачков. Благодаря этому маленькому секретику, любое блюдо, какое бы вы ни готовили из кабачков, вам придется добавлять в него гораздо меньше муки. Тем временем натрем на крупной терке кусочек сыра. Грамм 100-150 будет достаточно. Сыр можете брать любой, который хорошо плавится. И вернемся к нашим кабачкам. Обязательно помоем руки, прежде чем отжимать сок из кабачков. Зачерпываю горсть кабачков и хорошенько вот так вот 2 руками отжимаю из них сок. Отжатые кабачки перекладываю в чистую миску. Я очень люблю такие простые, быстрые и вкусные домашние рецепты. Из кабачков, из картошки, из других овощей можно приготовить столько быстрых, вкусных, интересных блюд, и кабачки получаются вкуснее мяса. А главное, что все эти блюда вкусные, дешевые, сытные, и вы легко накормите ими всю вашу семью. Добавляем тертый сыр к нашим кабачкам. Чем больше сыра, тем вкуснее получаются оладьи из кабачков. Нарезаем небольшой пучок свежего зеленого лука. Этот рецепт просто чудо. Здесь сплошные витамины, столько зелени, он очень полезный и к тому же очень вкусный и просто готовится. Вместо зеленого лука вы можете взять любую другую зелень. Это может быть пучок петрушки, пучок укропа, то, что найдется у вас в холодильнике и под рукой. Отправляю лук в миску к кабачкам. И сюда же разбиваю 2 яйца. Приправляю овощи черным перцем и добавляю немного соли. С солью будьте осторожны, не забываем, что мы с вами уже солили кабачки. Теперь нужно все хорошо перемешать. Перемешиваем кабачки с сыром и зеленью до однородности. С этим рецептом из кабачков вы вполне можете экспериментировать и
использовать вашу фантазию. Можно добавлять сюда разные ингредиенты или заменять. Вы можете добавить сюда нарезанные грибы, болгарский перец, также сосиски или тонко нарезанную ветчину. А я хочу еще добавить немного укропа вместе с зеленым луком. Укроп придаст нежность, зеленый лук придает пикантность, а укропчик всегда для нежности. Можно нарезать укроп при помощи ножа, а мне удобно использовать для этого ножницы. Можно вот так вот мелко измельчить укроп прямо в миску. И не придется мыть лишнюю посуду. Еще раз все хорошо перемешиваем. И в самую последнюю очередь добавляем в тесто немного муки. Я добавляю сразу же 3 столовых ложки, а потом будем смотреть по консистенции. Количество муки может немного отличаться и будет зависеть от сочности кабачков и от того, насколько хорошо мы отжали сок из кабачков. К муке я добавляю чайную ложку разрыхлителя, перемешиваю тесто до однородности и сразу ставлю разогреваться духовку. Температура духовки 180 градусов. Буду выпекать на режиме вверх-вниз на среднем уровне без конвекции. Вот такое вот тесто у нас получилось. Обратите внимание на его густоту. Тесто уже полностью готово, и я застилаю противень пергаментом. Противень я переворачиваю. Так, тоже маленький секретик, так гораздо удобнее выпекать оладушки. Смазываю противень растительным маслом, обязательно, чтобы оладьи не прилипли. И вы уже обратили внимание, что мы не жарим оладушки, а будем печь их, готовить оладьи в духовке. Набираю небольшую порцию теста и выкладываю на небольшом расстоянии друг от друга. И теперь при помощи силиконовой лопатки или столовой ложки равномерно распределяем тесто и формируем вот такие вот оладьи. Как видите, оладьи получаются тоненькие и хорошо пропекаются. Всего из этого количества теста, из 2 кабачков, у меня получилось 2 таких противня, всего 8 штук кабачковых оладий. Духовка как раз разогрелась, отправляю кабачковые оладьи в духовку. Они готовятся очень быстро, буквально 15-20 минут при температуре 180 градусов. А пока оладьи находятся в духовке, предлагаю приготовить вкусный, простой и быстрый соус. Смешиваю в миске 3-4 столовых ложки сметаны или натурального греческого йогурта. Сюда же в сметану натираю 1 зубчик чеснока. Чеснок можете добавлять по вкусу. Если любите больше чеснока, добавьте побольше, получится еще пикантнее. И небольшой пучок любой зелени мелко нарезаем. Укроп, кинза, петрушка, базилик, любая зелень на ваш вкус и по вашему желанию. Все хорошо перемешиваю. Соус уже практически готов. На самом деле пропорции здесь могут быть абсолютно любые, все можете смешивать просто по вкусу. Приправляю соус черным молотым перцем и щепоткой соли. 1 небольшой огурчик очищаю от кожицы. Огурец добавлять не обязательно, но с ним соус получается очень свежим, нежным, такой действительно освежающий вкус. Натираю огурец на мелкой терке. И теперь смешиваю натертый свежий огурец с нашим подготовленным соусом. Еще раз все хорошо перемешиваю, и соус к кабачкам уже полностью готов. Можем отставить его в сторону, чтобы подать вместе с ним наше вкусное блюдо из кабачков. Посмотрите, друзья, вот такая вкуснятина из кабачков получилась. Посмотрите, какие вкусные, румяные, аппетитные оладушки с золотистой корочкой, горяченькие, вкусные, с сыром внутри. Это такая вкуснятина, друзья, словами не передать. Обязательно рекомендую вам приготовить этот простой и вкусный рецепт.
Такие кабачковые оладьи готовятся очень просто, без жарки. Готовим оладьи в духовке, но если вы больше любите жареные оладьи, вы можете пожарить эти оладьи на сковороде в небольшом количестве масла. Такой вариант я тоже пробовала, и жареные оладьи по этому рецепту тоже получаются очень вкусные. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Посмотрите, вот такие вот они получаются вкусные, аппетитные. И такие оладьи вы легко можете приготовить на завтрак, на обед, на ужин или на перекус. Смазываю оладьи соусом, и сверху можно выложить любую начинку. Можно положить сюда ломтики ветчины, отварной курочки, немного свежей зелени, свежего салата. А я сегодня приготовлю вот такой простой вариант с ломтиками помидоров. Немного зелени. Посмотрите, вкусно, красиво, аппетитно, быстро. Готовьте на здоровье, друзья! А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Я буду ждать вас в моем новом вкусном видео. Желаю вам приятного аппетита! Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь рецептом с друзьями.